Всем добрый день! Канал Шитие Мое и Оля снова с вами. И сегодня я хочу показать простое построение платья с цельнокроенным рукавом по просьбе подписчицы телеграм-канала Швейная продленка. Давно мы уже ждем, планируем это платье. Я вообще думала, что это платье показывать не нужно, потому что уже не раз показывали, уже не раз что-то похожее я строила, но все-таки решила показать, потому что я более так серьезно, более подробно рассмотрела это фото, и мне кажется, что все-таки это платье не из эластичной ткани, и оно приталенное, то есть оно не просто приталенное, оно с выточками талиевыми. Возможно, конечно, там очень плохо видно, совершенно, можно сказать, не видно, возможно, там есть и нагрудная выточка, но это построение я буду показывать без нагрудной выточки. Если вы хотите, у меня есть базовая выкройка, которая содержит и талиевую, и нагрудную выточку с идеальным точным прилеганием. Если вы хотите иметь такую базовую выкройку, подписывайтесь на мой бесплатный телеграм «Швейная продленка», и там вы найдете, есть навигатор по каналу, и в этом навигаторе есть все мои базовые выкройки, в том числе и снятие мерок. Кстати, базовых выкроек там очень много. И реглан, и цельнокроенный рукав, и просто плечевое изделие, и брючки с особенностями, и базовые выкройки на фигуру сутулую, допустим, с какими-то особенностями и так далее. Там очень много всего интересного. Подписывайтесь, не пожалеете. И подписка, я уже сказала, совершенно бесплатна. Итак, давайте приступим к нашему построению. Для начала мы, конечно, должны с вами снять все мерки. Ну, какие мерки нам понадобятся? Значит, обхват груди, обхват талии, обхват бедер. Естественно, длина спинки до талии, длина полочки до талии. Но я измеряю эти мерки от высшей точки плеча. То есть от высшей точки плеча по спинке до талии и от высшей точки плеча, от той же точки то есть через верхнюю точку груди до талии по переду. Эти две мерки нам необходимо для того, чтобы узнать разницу между этими длинами. Далее, что нам еще нужно? Нам нужно обхват руки в том месте, где будет у нас заканчиваться наш рукавчик. То есть, если вы хотите длинный рукав, то, конечно же, запястье, да, вы измеряете. Если вы хотите 3/4, вы измеряете здесь, где-то здесь. Вы измеряете лучше в самом широком месте. Почему? Потому что если вы захотите засучить рукавчик, чтобы у вас была свобода, да, для того, чтобы засучить его. Итак, я для начала провожу вот тут вот от края, ну так, для удобства, да, чтобы вам было видно, провожу линию, чуть-чуть отступив, провела линию. И от верха немного отступлю и тоже провожу линию прямую. Вот здесь у нас будет прямой угол. Значит, от этого угла вниз я откладываю, так как это у нас платье, как бы более открытое, я отложу не 2,5, как обычно, а можно отложить 3 сантиметра. Можно отложить 4-5, то есть это вы как хотите, как вам хочется, да, углубить горловину по спинке. От угла по горизонтали я откладываю 8 сантиметров, и это минимальная цифра, потому что я хочу сделать еще по спинке выточку. Чуть попозже к этому вернемся. Соединяю эти две точки плавной дугообразной линией. Далее, опять же, от этого угла я откладываю ширину плеч, деленная пополам. У меня это 20 сантиметров. Но я просто беру не свои цифры, а просто вот с головы, скажем так. Дальше от этой точки вниз я откладываю 2,5 сантиметра. От этой точки вниз 2,5. Теперь я соединяю две эти точки. А дальше продляю для рукава, но продляю не прямой линией, а пунктирной. Так, линеечка у меня едет. Пунктирная линия, вот она у меня точка. Но, смотрите, эта точка не окончательная. То есть мы должны от этой точки до этой точки, от высшей точки плеча до этой точки измерить. И у нас должна получиться длина плеча одного. То есть вот у меня 13 сантиметров, плюс примерно 0,7.
От этой уже точки мы с вами отмеряем, какую длину рукава вы хотите. Ну, например, вот у меня, я хочу 42 сантиметра. Я себе измерила, вот хочется 42 сантиметра. И теперь от этой точки я под прямым углом вот так вниз откладываю 3, 4, 5 сантиметров. То есть я беру максимально 5 сантиметров. Вот. Теперь эту точку соединяю вот сюда прямой линией. То есть получается у нас легкий такой наклон плечевой получился, да, то есть от плеча вниз немножечко такой наклон. Кстати, если вы сделаете эту линию прямой, тоже у вас получится все нормально, то есть не будет это считаться ошибкой, то есть просто вот здесь будет больше такой свободы, да. Если мы немножко спустим рукавчик, во-первых, вот здесь не будет собираться, не будет подниматься вот эта часть, а во-вторых, здесь будет меньше такого объема свободы. Теперь от этой точки под прямым углом вниз мы отмеряем обхват руки в том месте, где у нас будет заканчиваться рукав, но у меня будет заканчиваться рукав где-то вот здесь. А я хочу измерить в самом широком месте предплечья. 26 сантиметров, причем если вот так я буду делать, да, вот так, то у меня получится 25 сантиметров. Если я вот так, то там где-то 25,5-26. Я беру 26 и прибавляю на свободу обязательно. Несмотря на то, что у нас еще будут швы, я на свободу примерно 4 сантиметра прибавлю. Значит, получается 26 плюс 4, 30 и делим на 2, потому что у нас здесь половина рукава. Получается, под прямым углом я вот так сюда отмеряю 15 сантиметров, соединяю две эти точки. Далее, чуть выше я также отмеряю 15 сантиметров, ну, примерно 10-12 сантиметров вверх, вот. И делаю вот здесь вот под прямым углом, как бы продляю, да, вот эту линию. Значит, пока оставим это место в покое, скажем так, переходим дальше. От верхней линии, то есть от верхней точки плеча, я отмеряю длину спинки до талии. Итак, я откладываю свои 37 сантиметров. Кстати, для сухих тканей иногда я прибавляю 1 сантиметр, ну, на свободу. Много не нужно, но 1 можно прибавить. Вот я откладываю 38 сантиметров. Провожу линию талии пока пунктиром. Так. Обратите внимание, мы с вами не берем линию груди, то есть она здесь в этом крое нам не нужна. Теперь от линии талии вниз я откладываю высоту бедра, ну, допустим, 17-18 сантиметров. Возьму 18 сантиметров, провожу линию бедра или линию бедер. Так. И можно уже определиться с линией низа. Линию низа, кстати, можно определить от талии вниз, какую вы хотите. Ну, допустим, возьмем 50 сантиметров, да? Вот. От линии талии вниз 50 сантиметров. Отмеряю. Для удобства еще одну меточку. И провожу. Можно здесь уже прямую линию, да, провести. Теперь линия бедер, давайте ее назовем буквой Б, линия талии, буква Т, и линия низа, буква Н. Теперь мы с вами берем обхват груди с прибавками и делим на 4. Ну, допустим, не допустим, а у меня обхват груди 100 сантиметров. Я делаю прибавку, если, смотрите, мы учитываем, что здесь без припусков на швы, мы можем взять прибавку 6-8 сантиметров, какую вы свободу хотите. Допустим, 6 сантиметров. Значит, мои 100 сантиметров я прибавляю 6, получаю 106 и делю на 4. Получаю 26,5. Я линию груди откладываю, то есть вот то, что мы сейчас посчитали, и откладываю это по линии талии.
Значит, 26,5 сантиметров. Вот она меточка. Теперь делаем то же самое с обхватом бедер. Если у вас меньше, допустим, 98, да, как у меня обхват бедер, то можно провести прямую линию. То есть 2 сантиметра здесь, в этом месте роли не сыграют, а дадут просто немного больше свободы, что будет даже комфортнее. Если у вас обхват бедер больше, то очень много прибавлять я тоже не советую. 6-8 сантиметров вполне хватит. Поэтому смотрите, вы берете свою мерку, я беру свою. То есть у меня разница между обхватом груди и обхватом бедер 2 сантиметра в пользу груди. И я оставляю эту мерку такой же, как и по груди. То есть такой же, как и по талии. Да? Теперь мне нужно провести через эти точки вверх и вниз прямую линию. Но я ее пока провожу пунктиром до низа. И вверх через точку бедер, через линию бедер, через линию талии, чуть-чуть вверх, ну, сантиметров на 6-8. Теперь, если это платье должно быть как карандаш внизу, да, то есть юбка карандаш, то мы должны немножко заузить низ. Можно, конечно, оставить прямой. Тут еще зависит от вашей фигуры, какие у вас бедра. То есть, если бедра полные, можно оставить и прямой. Допустим, я заужу на 2, на 3, на 2,5 сантиметра. Здесь я взяла 2,5 сантиметра. И от линии бедер до этой точки я провожу уже прямую линию. Это будет окончательная линия бока. Теперь, прежде чем нам продолжить боковую линию, соединять мы будем ее с рукавом, нам нужно найти разницу между обхватом груди и обхватом талии. То есть вот эта вот линия, вот она наша талия, и вот здесь ширина, обхват груди. А нам нужно здесь нарисовать нашу талию, то есть нам нужен объем для талии, да, то есть не нужно нам здесь мешки. Поэтому мы находим разницу именно от обхвата груди, отнимаем обхват талии, и у меня получается 20 сантиметров. 20 сантиметров я сразу делю пополам, потому что мы делаем половинку полочки, половинку спинки, то есть мы делаем половину нас. Половину всей выкройки. Делим пополам, получаем 10. То есть, ну, допустим, вот я пишу 10. Дальше, если у вас так же, как у меня, получается 10 сантиметров разница, то тогда вы можете сразу по линии талии отложить от центра, вот центр спинки, от центра спинки 1 сантиметр по линии талии. Сразу откладываем. Если у вас меньше 10 сантиметров, то есть половина, да, это наша разница. Если у вас меньше 10 сантиметров, вы можете не откладывать этот 1 сантиметр. Если у вас больше 10 сантиметров, то можно 1,5 сантиметра вот здесь вот отложить. То есть тут тоже... Опять же, еще зависит от вашей фигуры, насколько у вас изгиб, да, по спинке. Дальше, смотрите, я делю свою длину спинки примерно на 2 сантиметра. Именно от верхней линии до линии талии примерно, то есть на 2, примерно на 2 делю, не на 2 сантиметра, а на 2. Ну вот получаю 19 сантиметров. Так. Теперь эту точку, где я приталила по центру спины, соединяю с этой точкой, которую только что нашла, и вывожу эту точку к линии бедер. То есть вот у меня легкое приталивание по спинке. Далее, иногда вот в этом месте топорщится горловина. Бывает такое. Поэтому вот здесь по горловине, вот этой точки, можно отложить 1, 0,5, 0,25, 1, 1,5 сантиметра. Тут зависит от вашей, опять же, фигуры. Да? Я уберу примерно 0,5 и вниз откладываю, ну, 6-8 сантиметров. Тут тоже зависит от фигуры. То есть зависит от вашего роста, от размера. Ну и, конечно же, от формы спины, то есть что у вас там происходит. Вот и получается у меня, видите, легкая вот здесь вот выточка маленькая, переходит в центр спины. Здесь опять же выточка к линии талии. И идем к линии бедер и дальше до низа. То есть вот такая у меня получается линия центра спины. Сейчас я ее прорисую пожирнее, чтобы она у нас уже выделялась.
Так, я немножко отвлеклась. Мы с вами закончили на приталивании, то есть на том, что мы рассчитывали с вами приталивание, выточки и так далее. Значит, у меня получается 10 сантиметров на половину моей выкройки. 1 сантиметр я забрала на центр спины, осталось 9. Значит, если я возьму, допустим, по 2 сантиметра на приталивание, то есть от боковой линии 2 сантиметра вот так по линии талии я откладываю. Соединяю с линией бедер. И у меня получается, если здесь 2 на полочку идет 2, получается минус 4. И остается 5 сантиметров. Значит, 5 сантиметров теперь мы можем разделить на полочку и спинку. Ну, примерно 1/3 у нас уйдет на полочку и 2/3 на спинку. К этому вернемся чуть позже. Смотрите, у нас уже есть точка по линии талии и точка рукава. То есть вот эту точку, вот эти две точки мы с вами можем соединить, как нам вздумается. Но я советую от линии талии вверх отложить 6 сантиметров. Тут зависит от размера, чем выше фигура, то есть чем вы выше, тем больше, да, то есть, ну, там 6-8 сантиметров, 8 это максимум. У меня это 6 сантиметров, я соединяю плавно эти две точки, вот так, плавной вот так дугой. И теперь уже отсюда я веду линию к рукаву. Какая она будет, в принципе, тут, наверное, нужно включить логику. То есть она у нас не должна быть слишком такой летучей мышью, не должна быть слишком такой прилегающей к руке, потому что в любом случае здесь нам нужна свобода, да, тем более здесь у нас идет уже где-то здесь грудь, то есть свобода нам нужна. То есть, ну, вот такая вот у меня получилась линия. И теперь мы можем вернуться уже к нашим выточкам. То есть 5 сантиметров у нас осталось, значит, 1/3. Сейчас я разблокирую. 1/3 у нас уйдет, я уже повторяюсь, на полочку и 2/3 на спинку. 5 мы делим на 3. 1,6 получается. Дальше умножаем на 2, то есть 1,6, ну 1,7 где-то примерно, 1,65, да, вот так, на полочку. И на спинку у нас уйдет, ну, примерно 3,5. Тут зависит от того, насколько вы хотите прилегание, то есть по линии талии, да. Если, допустим, вы хотите немного больше свободы, то эти 3,3 вы округлите до 3. Если вы хотите меньше свободы, то эти 3,3 можно округлить до 3,5. А теперь нам нужно найти центр выточки. То есть здесь у нас нет ширины спины. Мы можем, конечно, взять ширину спины, разделить пополам, и это у нас будет выточка. Но можно в среднем откладывается от центра спины, именно от центра спины, 10-12 сантиметров. Ну, я вот возьму 12. 12 сантиметров я откладываю чуть выше. Через эти точки я провожу вверх и вниз прямую линию. Это у меня будет центр выточки. А теперь, что касается длины выточки от линии талии вниз, то есть от талии до нижней вершины выточки. Если вы не знаете свою длину выточки, берите минимальную длину 10 сантиметров, а потом уже при примерке вы можете всегда ее удлинить. То есть, насколько вы удлиняете одну, настолько же и вторую. Да, тут уже как бы проще. Главное прорисовать изначально, какая выточка. Если вы уже знаете, то вы уже откладываете столько, сколько вам нужно. Моя выточка 15-16 сантиметров. Вот мне такая прям комфортная длина. Что касается верхней длины выточки, то есть до верхней вершины, ну, здесь в среднем берется 22-24 сантиметра. От роста зависит. У меня это будет 22. Я сейчас продлю выточку, то есть центр выточки выше. И теперь мы с вами берем 3,5, допустим, я решила, что у меня будет выточка по спинке, то есть это примерно 1,75. Вот так, 1,75 с одной стороны от центра и 1,75 с другой стороны от центра. Это будет 3,5, да? Вот так я соединяю с нижней вершиной, с верхней вершиной. Если вам кажется, что выточка, допустим,
по талии у вас слишком широкая, вы можете еще более приталить. Вот сюда убрать 0,5, вот сюда убрать 0,5, и здесь у вас уберется на 1 сантиметр. Да? То есть если вы здесь и здесь по 0,5 убираете, минус 1 сантиметр с полочки. То есть по 0,5 с каждой стороны. Теперь я сейчас просто обведу черным фломастером наши линии, которые у нас останутся. То есть вот наш контур спинки вместе с выточкой. Вот я сейчас с приталиванием по центру спины и выточкой плечевой, можно сказать. Вот здесь у меня плечевая будет выточка. Вот так. Так, обвожу горловину. Рукавчик у меня, то есть плечевая линия вот такая неровная. Конечно, когда мы будем кроить все это на ткани, линии будут более плавными. Я сейчас показываю конструкцию такую, конечно, здесь с прямыми углами. Все это мы потом будем, то есть не потом, а когда вы будете кроить на ткани, все это сгладится, скажем так. Вот здесь вот эта линия тоже может быть разной. Я уже говорила, вы, если хотите, вы можете, допустим, ее не то есть не заужать вот здесь внизу. Можете наоборот сделать трапецию. Все в ваших руках. Все, что хотите, все делайте. Пробуйте. Если вы боитесь, не решаетесь, пробуйте. Пробуйте шить макет. Пробуйте какие-то свои дополнения добавлять. В общем, смотрите, спинка у нас готова. Я сейчас уже за кадром продублирую спинку на другую сторону. И мы по спинке будем строить полочку. Итак, смотрим. Мой контур спинки. То есть моя готовая выкройка спинки, я просто ее откопировала, вот контур спинки на другую сторону. Теперь мы по этому контуру будем уже, то есть спинку превращать в полочку. Здесь я откопировала только линии, смотрите, горловину, все пунктирными линиями, потому что у нас будут линии меняться. Горловина, линия рукава, то есть плечо в рукав, да, переходящее, низ рукава, боковую линию полностью откопировала, низ и центр спины, но без всяких приталиваний. То есть выточки здесь нет, линия талии, линия бедер. Вот. И теперь мы с вами будем превращать спинку в полочку. Конечно же, нам нужно... Для полочки нам нужно, то есть на полочке нам нужно сделать баланс, потому что у нас есть грудь, неважно маленькая или большая, у нас есть грудь и нужно ее куда-то уместить. И будем еще немножечко, я расскажу один маленький секретик, который тоже имеет место быть, и я, может быть, оно где-то есть, но я ни разу не видела, чтобы кто-то это показывал. В общем, смотрим. Значит, для начала я хочу опустить линию горловины, то есть углубить, да, линию горловины для полочки. Ну, минимум это 6 сантиметров. В среднем, наверное, даже не в среднем, а если вы хотите немножко приоткрыть, 6 сантиметров, это вот прям впритык. Немножко хотите приоткрыть, 8-9 сантиметров. Хотите декольте, там уже решайте сами, да. То есть вот я опускаюсь на 8 сантиметров. Теперь вот она у меня высшая точка плеча. От высшей точки плеча вверх я поднимаюсь на 1/3 раствора выточки. Раствор выточки — это разница между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии от высшей точки плеча. Значит, у меня, допустим, 6 сантиметров разница. 1/3 это 2 сантиметра. Значит, от высшей точки плеча вверх я откладываю 2 сантиметра. И с этой точкой, то есть я соединяю вот эти две точки, да, вот от плавной, красивой линией круглой, полукруглой. Но тут уже вот этот вырез, конечно же, уже ваша фантазия. Вы можете его сделать и квадратный, и трапециевидный, и острый, V-образный. То есть какой хотите. Можете хоть звезду нарисовать здесь, да. То есть это уже ваше дело. И теперь уже от этой точки нам нужно, смотрите, у меня 13 сантиметров плечо, я говорила, да, когда строила спинку. Мне нужно соединить эти точки вот так по прямой. А дальше я уже повторяю линию рукава. То есть у меня она не занижает, то есть я не повторяю, то есть не продляю вот эту линию. Видите, у меня получается, я надеюсь, видно, у меня получается она будет ниже, да. А я повторяю от этой точки, повторяю линию рукава. Все. Рукав у меня здесь остается неизменный. Низ рукава я повторяю, у меня он остается неизменный.
Что касается боковой линии, вот эта линия у меня остается неизменно. Здесь я ничего не меняю. Единственное, что вот эта точка, я опускаю ее на те же 2 сантиметра. То есть на 1/3 раствора выточки. Здесь вы можете не бояться, то есть посадка будет. Несмотря на то, что опять сейчас будут вопросы, что я меняю линию талии я меняю только для того, чтобы посадить выточку по переду. То есть прорисовать, да, выточку по переду. Если вы делаете контрольную точку, то она остается на своем месте. То есть контрольная точка линии талии остается на своем месте. Для выточки я оставляю, то есть опускаю линию талии своей именно для выточки на 1/3 разницы между спинкой и полочкой. Дальше. Линия бедер у меня остается на месте. Линия низа у меня остается на месте. Вот эта боковая линия у меня остается на месте. Но здесь, смотрите, я ее уже сделала более плавненькой. То есть нет здесь никакого острого угла, чтобы вы видели, да, что это возможно, что это реально. И центр полочки тоже остается на месте, без всяких приталиваний. Здесь, конечно же, здесь не будет шва. Хотя, если вы хотите, можно и шов сделать. Это уже, как говорится, другая история. И теперь уже по новой линии талии я прорисовываю выточку. Я нахожу именно по линии талии от центра, нахожу центр груди и делю пополам. Центр груди. И делю пополам. Ну, допустим, пусть у меня будет 10 сантиметров. Так, чуть выше 10 сантиметров. То есть это вот для контроля. Через эти точки я провожу прямую. Вниз выточка. Опять же, если у вас есть животик, то она не должна быть большой выточка. То есть, ну, нам куда-то надо поместить животик, да. А если у вас нет животика, или он маленький, или, ну, в общем, смотрите по своей фигуре, можно выточку вести до самой линии бедра. Можно, то есть она у нас здесь опущена, да, эта линия для выточки, именно для выточки. Мы опустили линию на 2 сантиметра, я опустила. Можно сделать чуть короче, можно сделать чуть длиннее, даже до 18-20 сантиметров. Здесь зависит еще от вашей фигуры, да, от формы ваших бедер. То есть тут тоже я не могу, вам никто не скажет точно, ни один профессионал, какая вам нужна выточка. Это только индивидуально все, только при примерке. Сделайте опять же минимальную выточку 12 сантиметров, да, для полочки минимальная 12 сантиметров. А потом вы уже можете ее корректировать, удлинить. Значит, я беру, ну пусть будет у меня вот до конца 17 сантиметров. Вверх я возьму 10, пусть будет 12 сантиметров, вверх у меня будет выточка. Но это тоже зависит от вашей фигуры. Какая у вас грудь, низкая, высокая грудь, маленькая, большая грудь. То есть тут зависит от груди. Теперь по новой линии талии у меня остается сколько там, я забыла, 1,7, да? 1,7 мне нужно разделить на 2. Уже не работает голова, поэтому я вот так вот беру 1,7 или 75 там, значит, разделить на 2, получается примерно по 0,8. По 0,8, так, вот так мне будет удобно. С одной стороны и с другой стороны такую маленькую выточку я прорисовываю. Прорисовываю стороны выточки. И в принципе все. Платье наше готово. Еще раз повторяю, линию талии я опустила только для того, чтобы сделать вот здесь баланс. Баланс, потому что в любом случае у нас линия талии полочки не на том месте, где, то есть при таком крое, да, не на том месте, где спинка. В любом случае она ниже. У меня получается здесь 2 сантиметра, здесь 2 сантиметра, всего 4 я добавила на грудь, а у меня разница 6 сантиметров. И эти 2 сантиметра, то есть 1/3, неважно, у вас может быть будет 1,5, 1, 0,5, эти у меня, в моем случае 2 сантиметра, такой большой роли не сыграют. При этом когда мы с вами сшиваем платье, контрольная точка в любом случае остается на своем месте. Линия талии, линия бедер. Можно так объяснить. Смотрите, вот она моя линия талии по боковой линии, да. Я просто опускаю ее вот сюда. Ну, визуально, да, визуально, как мы можем понять, что линия талии осталась на месте. А вот так. Мы просто вот здесь опускаемся для выточки.
Потому что если я выточку построю на уровне спинки, то есть 37 сантиметров у меня спинка, и выточку я на том же уровне построю, у меня выточка будет сильно задираться. Ну, на 4 сантиметра задираться, это уже много, да. На 2 сантиметра это простительно, скажем так. То есть это не будет заметно. Попробуйте, попробуйте, уверяю. То есть линия талии по полочке, она у нас идет, вот она. Вот она. И на этом уровне мы делаем максимальное расширение выточки. И в принципе, я закончила свой мастер-класс, или как можно сказать, построение нашего платья. Пожалуйста, можно кроить. Не забывайте о припусках на швы. Можно кроить. Можно сначала сделать макет, если вы сомневаетесь. Я уверена, что у вас все сядет на многие фигуры. Может быть, не на любую фигуру, но на многие фигуры сядет. Если, допустим, вы берете эластичную ткань, ну, тут нужно просто идеальную фигуру иметь, чтобы такое платье посадить с эластичной ткани, да. Ну, это мое личное мнение. Нужно иметь хорошую фигуру, может быть, не идеальную, но хорошую фигуру, или быть без комплексов, скажем так. У меня и фигуры нет, и комплексы есть, у меня все вот так вот вперемешку, поэтому, к сожалению, я себе такое платье не сошью. Но если это платье сделать из очень плотной ткани, и сделать его как футляр, да, то есть вот здесь оно будет выглядеть как платье-футляр, не обтягивающее. Тогда, да, тогда я, может быть, и смотрелась бы в этом платье неплохо. Кстати, да, это идея, почему бы нет, можно попробовать. К сожалению, у меня нет подходящей ткани, хотя в моих запасах много чего есть, можно посмотреть. В общем, на сегодня я заканчиваю. Очень надеюсь, что это видео было для вас полезно и понятно. Хочу еще сделать акцент на том, что смотря из какой ткани вы будете шить, от этого зависит, какие прибавки вам делать. Отрицательные, нулевые или положительные. Да? То есть, если ткань не эластичная, естественно, прибавки нужны на свободу. Минимум 6 сантиметров, это без припусков на швы. Если у вас ткань мало или среднеэластичная, можно сделать минимальные прибавки или нулевые. Да? Если у вас ткань очень эластичная и при этом хорошая фигура, и, кстати, при этом мы можем не делать выточки. Если у вас очень эластичная ткань, хорошая фигура, вы просто делаете отрицательные прибавки и шьете для себя такое платье. Кстати, если у вас бистрейч ткань, то вот этого делать не надо. У вас не будет выточки, естественно, и талии у вас тоже. То есть, ну, талию, я имею в виду, прорисовывать вам не нужно будет, да. Она у нас нужна только для того, чтобы посчитать спинку или полочку до талии и бедра, да, или низ. От талии мы считаем низ. Все, для выточек вам ничего не нужно. Итак, на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем классного настроения, предновогоднего, скажем так. Увидимся. Всем пока.